dance electric vibes, here we go. Feel the energy rush in the video flow, creating magic, making memories. You gotta know. Девочки, доброе воскресное утро. Еще нет 7 утра, и пока город спит, я вышла гулять. У нас тут такой круг около озера. Возле нашего дома он занимает где-то чуть больше часа. На самом деле люди уже гуляют. Кто-то с собаками, знаете, кто-то на рыбалку уже пришел. Ну, совсем немного. Но, знаете, так даже комфортнее, потому что немножечко иногда в некоторых местах как будто бы неуютно, когда ты один. Знаете, в каком-нибудь лесочке. Потому что там есть несколько участков, где можно пройти через такой небольшой лесочек. И когда кто-то есть неподалеку, чуть-чуть спокойнее. Хотя, ну, здесь безопасно, но все мы знаем. У нас, в принципе, в Беларуси очень безопасно, но никогда не знаешь, где что тебя ждет. Знаете, просто... Ну, в общем, вы понимаете, что я имею в виду. Боже, какое шикарное чувство. Я проснулась, и вместо того, чтобы взять телефон, потому что у меня такое бывает, что вот я проснусь, очень часто, к сожалению, и просто, ну, вставать еще рано, знаете, там муж спит, ну и, в принципе, как бы еще не завтракать не хочешь, ничего такого, и как бы хочется просто... Спать уже не хочется. Ты берешь телефон и... Не знаю, даже если там пишешь какие-то дела, а чаще всего просто скроллишь ленту и убиваешь свое время. И вот у меня сегодня тоже было такое утро, я думаю, нет, все. Просто встала, почистила зубы, весь мой уход оделась и вышла. Ой, такой запах, этот звук птиц, это просто шикарно. Класс. Правда, я не учла, что с этой стороны рассвет, и солнышко такое, знаете, горячее. В принципе, можно было что-то полегче надеть, хотя на мне только тонкая такая толстовка, но как бы сейчас только 16 градусов, но вот из-за солнышка кажется, что больше, особенно если быстро идешь. Но ничего. Настроение шикарное. Как раз пройду. К 8 утра у меня уже будет закрыто окно подвижности. Я взяла с собой наушники. Извините, что я так долго болтаю, но вот просто наслаждайтесь этим видом, как будто вы со мной. Представьте, как здесь прекрасно пахнет. Я взяла с собой наушники, но даже не буду их доставать, потому что вот этот вот звук птиц и иногда даже просто звук тишины — это просто лучше любых звуков. Решила, что ничего не хочу слушать. Ну, иногда, правда, звук жаб, который мне не очень нравится. Ой. Здорово, видите, там сразу озеро. Девочки, всем привет! Доброе утро! У меня был массаж на 9 утра. Я лежала на массаже и подумала, нужно забежать в Золотое Яблоко, там недалеко. Слушайте, купила, потратилась просто. Кто, как не я, потом вам расскажет, стоит тратиться или нет. Короче, это обертывание итальянское. Я про него много слышала. Конечно, если у вас есть возможность купить его в Италии, например, в отпуск вы собираетесь, то попробуйте, потому что у этого бренда очень интересные продукты против борьбы с целлюлитом. У них там разные гели, обертывания различного рода и просто антидренажные, антицеллюлитные, холодные, горячие, в общем, все что угодно. Я взяла такую вот маску антицеллюлитную. Интересно. Если честно, давно хотела попробовать, но немножечко все как-то зажимало, скажем так. А тут что-то думаю, ай, возьму, попробую. Вот, в общем, такая маска. Наносим, убираем под пленочку на 45 минут и смываем. И тут нужно сделать прям курс. Видите, она с микрокристаллами турмалина, разогревающая. Курс, по-моему, 10-12 процедур. Чуть ли не каждый день там делать. Ну, в общем... Я изучу и сделаю. Прям хочу сегодня попробовать. А еще увидела, что у Darling вышли новые маски. Гидрогелевые, у них классные маски. Skin Queen. О! А я не видела, чтобы Елена Перминова. Прикольно. Какая-то у них такая коллаборация. И они вроде бы не белого цвета, а такого телесного. Взяла 3 штучки попробовать. И еще на скидке был шампунь, который я очень люблю. Кстати, девочки, про шампунь. Сейчас вот пойду вам покажу в ванной. Буквально на одно применение Лимба. И именно вот эта вот линейка. Вообще, эта линейка, по-моему, для борьбы с перхотью.
Но у меня перхоти нет, но я все равно попробовала. Шикарно. Он, знаете, вот так классно промывает волосы, вот идеально, никакого утяжеления. Я такое очень люблю. Мне важно, чтобы шампунь хорошо промыл волосы, кожу головы, никакого увлажнения лишнего, утяжеления не было, и чтобы они вот были прям такие рассыпчатые. Вот все он делает. Шикарный шампунь. Это первый шампунь от Лимба, который вот прям мне очень понравился. У них хорошие шампуни, но вы знаете, чтобы прям вот вау-вау, вот этот очень-очень понравился. Ну, этот, вы знаете, всегда у меня есть, я его очень люблю. Так, что еще? Все, в Золотом Яблоке больше ничего не купила. Самая дорогая покупка — это вот эта вот маска. Доставку продуктов, но кое-что купила и в продуктовом физическом магазине. Мой любимый чай, вы знаете, Golden Apple у меня еще есть, но когда вижу в магазине, потому что он мало где представлен, прям оффлайн, то сразу беру в запас. А для Саши вот такой он любит, ягодный. Он красненький, вкусный. Еще взяла вот такой вот какой-то, никогда его не пробовала. Тоже. Мы любим всякие такие фруктовые, ягодные. Малина с ванилью. Интересно. Есть такие сливы гигантские. Я люблю сливы именно твердые. Чиабатта. Свеженькая. Мне нравится чиабатта. На второй день, если нужно есть. Потому что все мы знаем, что в первый день она самая вкусная, вот этот хлебушек, да? А на второй день уже такая твердоватая. Так вот, я ее просто в тостере подогреваю кусочки. Шикарно, как будто бы свежевыпеченный хлеб. Боже, когда вижу эти... Редко, но покупаю орешки пару раз в год. Боже, у меня прям слюнки текут. Я просто еще голодная. Поэтому купила всякой фигни. И взяла килограмм форели. Ну, такой кусочек большой, хорошенький получился у меня. Очень люблю красную рыбку. Вот такая распаковка. Девочки, сегодня второй день, когда я нанесла маску эту, вернулась пленкой и надела штанишки, чтобы я смогла жить свою жизнь эти 45 минут и ничего не вымазать. По ощущениям, греет довольно хорошо, но совершенно по-другому. То есть я привыкла обычно, что обертывание как будто, вы знаете, щипет. То есть я там пробовала разные обертывания, такие обычные, бюджетные. Если честно, мне кажется, что плюс-минус обертывания работают одинаково. Ну, мне так кажется. Я все равно убеждена, что если что-то делать курсом каким-то, то есть не то, что там вы раз в год нанесли это обертывание, там какое-то чудо случилось, нет. Если вы сделаете курс, там типа 10-12 процедур, особенно если после массажа, я думаю, что будет лучше, чем было до. Чудо — это, конечно, такое понятие очень относительное, и как мы к этому относимся, играет очень важную роль. Я никогда не жду никакого чуда, но я всегда уверена, что я делаю что-то лучше для своей кожи и, в общем, хуже не сделаю. Вот, поэтому каких-то там супер... Новая кожа у меня не отрастает, конечно же, но я, повторюсь, убеждена, что если что-то делать курсом, то оно сработает и будет лучше. Вот, сегодня второй раз, оно такое горяченькое, но, знаете, по ощущениям очень... Как будто бы ты что-то делаешь более такое правильное, потому что обычно... Когда я наношу обертывание, например, там летик какой-нибудь, да, я там покупаю, оно прям вот аж жжет, оно не то чтобы печет, хотя нет, оно и печет, и жжет, и аж колет, знаете, здесь такого нет, здесь просто такой горячительный, скажем так, эффект. Посмотрим, что будет, не знаю, но мне кажется, как будто бы оно такое чуть более полезное, как будто бы, знаете, оно не добавляет там какое-то вещество, чтобы вызвать такой вау-эффект жжения, потому что мы же привыкли, что должно гореть, оно должно гореть, но... чтобы это как-то было более экологично, скажем так. Без вреда. После того, как я его смываю, кстати, смывается оно тоже очень комфортно, потому что бывает, что, знаете, смываешь, как будто ожог какой-то, то есть настолько горячо. Нет, здесь все очень аккуратненько смывается, легко, кстати говоря. И, боже, мне сейчас прям так жарко, во всем теле аж жар. Кстати, его, по-моему, нельзя наносить на живот, для живота есть другая, но у меня живот... Все в порядке с животом. Можно было бы, конечно, тоже для профилактики там что-нибудь, чтобы кожа более там упругая, потянутая была. Но это не во вред, да, но я ничего не покупаю для живота. Ну, в общем, смывается очень легко, хорошо. Такой легкий эффект покраснения, но вообще никаких неприятных ощущений. Посмотрим. Очень интересно. Если вы в Италии, то там, конечно, эта продукция, например, собираетесь в Италию в этом году, эта продукция стоит гораздо более приятных денег. Ну вот, поэтому если есть возможность, то привозите, хотя весит все равно много, эти банки места занимают много, поэтому много, конечно, не привезешь. Но купить себе какие-нибудь там 2 масочки для обертывания, какой-нибудь гель, очень даже можно.
Вот, так что посмотрим, что будет. Очень интересно, я вообще люблю все такое пробовать, но, если честно, я обычно, вот прям, чтобы я курс сделала обертывание, я такого не помню. Это, знаете, обычно вот перед отпуском за неделю до ты делаешь просто все, все, что можешь для своего тела, такое дурное. Ну вот сейчас попробую сделать курсом, посмотрим, что будет. Еще, девочки, расход. У него большой расход. Я даже не уверена, что мне хватит на 10 процедур. Потому что по консистенции, сейчас я вам покажу, он такой, как глина. Такой плотненький. Как грязь какая-то, знаете. Какой кошмар. Смотрите, я сделала только 2 обертывания. У меня здесь как будто по половины нет. Но должна сказать, что банка была не полной. Поэтому есть шанс, что мне хватит на 10 раз. Но я что-то сомневаюсь, когда сейчас смотрю. Конечно, все грязное. Каждый раз вся эта банка, знаете, все течет, пока наносишь. Вся ванная грязная. Но это очень легко смывается. Не то, чтобы там, знаете, какое-то масло, которое фиг отмоешь. Все легко. Привет, мои любимочки. Сегодня у нас четверг, я вернулась с тренировки. Немножко у меня зеркало в каплях. Так, я сейчас помыла волосы, сделала свою обычную легкую укладку. Абсолютно я не привыкаю к волосам, потому что я их просто не вижу. Вот эти светлые пряди, я имею в виду новый цвет волос новый. Потому что они видны, вот эти прядки, только когда я, как я вам рассказывала, перекидываю волосы вперед. И когда они немножечко накручены. Так они как-то вообще сливаются и не видно. Ну, даже на камере, да, яркое, конечно, видно, но в целом у меня очень-очень много темных волос, и как-то оно так все перекрывает. Нисколько мне это не раздражает, не хочу переделывать. В общем, все очень комфортно, как будто бы я ничего и не делала. Сейчас я хочу быстренько съездить на почту и на Озон. На Озоне заказала, я вам покажу. Заказала мраморные подставочки, и на почте заберу белье. Нужно было обновить пару комплектов. Купила, по-моему, 3. Так что сейчас быстренько оденусь и поедем. Так, погода у нас, как обычно, непонятная. Какой-то реально просто на моей памяти я не помню такого ужасного лета, чтобы было вот настолько непонятно. Каждый день какие-то дожди. Температура, температура, в принципе, комфортная, когда нет дождя, там 22-25, в принципе, нормально. Но это тоже все очень нестабильно, и вот эти дожди. Ну, в общем, я думаю, что у большинства из тех, кто меня смотрит, плюс-минус такая же история. Ой, а кому-то, конечно, повезло больше. Так, аромат дня на сегодня у меня будет Juliette Hasegan Note Parfum. У меня есть вот эти, я вам показывала. Они у меня уже давно. Superdose. Это я по ошибке. Мне муж дарил. Я по ошибке... Ну, короче, там была долгая история, неважно. Но это не он ошибся, это я ошиблась, потому что я хотела Note Parfum, а не Superdose. Superdose тоже хорошая, но вот Note Parfum просто без ничего. Мне нравится гораздо больше. Вот я помню, впервые попробовала их, мне в адвент-календаре от Sephora попался небольшой такой, не пробничек, а просто небольшой формат, там, по-моему, 7 мл. Так. Сумочка. Мне в целом-то особо и не нужна эта сумочка, но... Короче, телефон. И кошелек. Боже, у меня, девочки, вы бы видели мои ногти, мне просто стыдно даже подходить к вам близко, чтобы вы их не увидели, потому что это просто какой-то трэш. Реально, я не знаю, у меня в последнее время какая-то такая частая история, что я не могу записаться. Вы же знаете, что я люблю записаться сегодня на завтра, это если идеально. Ну или там типа сегодня через 3 дня на визит. Но я так не могу сделать уже несколько месяцев. А заранее я просто, я не могу планировать маникюр заранее. Просто для меня это что-то такое. Вот маникюр, это быстренько записался. Я прекрасно понимаю, что у хороших мастеров, особенно которые работают сами на себя, то там очень плотная запись, это все понятно. Но я хожу в салон, где мастеров много, и они все как бы хорошие, поэтому мне не особо принципиально. Есть там какие-то, которые мне нравятся больше, но только из-за того, что они делают сильно быстрее. Для меня высидеть 1,5 часа на маникюре очень тяжело. Я вот прям, мне правда очень тяжело. На педикюре еще ладно, там руки свободны, ты что-то делаешь, но на маникюре я прям сижу каждую минутку, это для меня это каторга. Я, собственно, по этой причине не делаю ламинирование ресниц, потому что я не могу, мне настолько, у тебя глаза заняты, ты не можешь ими смотреть, не можешь ничего делать, и вот для меня это просто ужасно тяжело.
Так вот, еще не могу записаться, потому что, наверное, летом сезон отпусков у мастеров и очень плотная запись. У меня просто 2 обрубыша, которые я уже обрезала, потому что они сломались. И записалась аж на следующую неделю. Я все ждала, выжидала, что на этой неделе появится окошко. Я так быстренько, знаете, так бывает. Есть окошко, там срочно горит окно. Я бы все дела бросила и поехала, потому что у меня просто трэш. Но нет. Потому что у меня тут еще остался польский тик-так. Я его растягиваю. Не то чтобы я его люблю, я просто его купила. Когда открываю ящик, вижу его, то съедаю. Все, поехали. На мне комбинация из Зарины. В прошлом году покупала. Такое очень простое. Тут тоже плотненько прилегает. Я надеваю все равно белье. Но его не видно, видите, такое. Сумочка. Шлепки любые, 1 минут ехать, если честно, на машине 5 минут. Страх номер 129. Это когда ты едешь в лифте, а перед тобой кто-то ехал с таким, ну, не очень приятным ароматом, знаете. А у меня же очень чувствительный нос, и я всегда в этот момент думаю, что сейчас кто-нибудь на каком-нибудь этаже войдет в лифт и подумает, что это от меня воняет. Это просто ужас какой-то. Скажите, я одна такая. Ставьте лайк, если вы тоже такие. Вообще, это, конечно, бред, как бы, я-то знаю, что от меня не воняет. Почему меня должно волновать, что кто-то подумает, что это от меня? Но мы сейчас с вами не будем углубляться в эту психологию, но вот у меня такое есть. Я постоянно думаю, что если где-то плохо пахнет, то кто-то подумает, что это от меня, а это не от меня. Так, забрала свои посылочки. Здесь у меня сезонная, не знаю, почему одна коробка, но, может быть, кто продавец упаковал, потому что там 2 штучки, 2 таких подносика мраморных, покажу дома. И Миледи. Что-то не понравилось их белье. Это не реклама, я покупаю все за свои деньги, но, правда, очень понравилось. И поэтому, как и все остальное, показываю вам. Сейчас сделаем распаковку. Так, здесь у меня мраморные такие подставки. Я хочу использовать их в ванной, чтобы на них ставить... О, да, 2 штучки. Чтобы на них ставить свои там кремушки. Ну, вы поняли. Сейчас я с вами как раз-таки распакую и сделаю, покажу. Какой мрамор. Тяжеленький. Такой рисунок какой-то с какими-то вкраплениями желтыми. Не, ну, в принципе, нормально. Вот такой. И чуть подлиннее. Нормальный такой даже по длине. Посмотрим, как получится. Может быть, по цвету не очень. Мне хотелось, чтобы крем для рук, чтобы мыло для рук стояло на такой хотя бы небольшой подставочке. Хорошенькие, понравились, могу посоветовать. Нашла на Озоне такой рисунок. Вроде бы нормально все дополировано. Все хорошо, пойдем сделаем с вами сразу. Ну вот что получилось. Подставка, которая подлиннее и которая поменьше, соответственно. По цвету, конечно, не идеально, но в целом, мне кажется, было бы сложно найти, потому что здесь керамогранит, а это мрамор. И он, как ни крути, другого цвета, но бывает еще мрамор все равно посветлее. Но мне как бы не критично, нормально. Поэтому не знаю, как на камере выглядит, но в жизни хорошо. Кстати, приспособила пока вот эту вот тарелочку для мыла. Все равно, знаете, моешь кисти каждый день. Я слышала, что это было очень ароматное, что просто заменяет диффузор в ванной. Ну нет, я бы так не сказала. Оно приятно пахнет, оно красиво выглядит, но оно не пахнет на всю ванную. Так, девочки, и вторая коробочка красивая. Очень быстро, кстати, пришло. Я вчера заказала, так как они, наверное, отправляют с Минска очень быстро. Хотя, в принципе, Европочта очень быстро всегда приходит. Вот, я за 3 комплекта заплатила 226 рублей. Ну, кстати, новая коллекция. Я думаю, что кто из Беларуси знает, это наша блогер Таня Ермолкина. И, я так понимаю, у них какая-то была совместная коллаборация. А, кстати, я заказала комплект. Точно, я забыла. С их коллаборацией. Вот такой красивый. Давайте я разложу.
И покажу вам все. Красиво все сложено. По-моему, в такой ткани было несколько вариантов лифа и несколько вариантов низа. Мне очень понравились. Такие с маками. Решила, что пускай будет красиво. Я, правда, не очень люблю стринги. Я люблю бразильяну, но пускай будет. Следующий комплект. Мне очень нравится, чтобы не было никакого пушапа. Я люблю, чтобы была такая вот чаша или гладкая, или кружевная, без ничего. Вот такой красивый цвет. Мой любимый, потому что не просвечивается под белым бельем. Мне нравится. И к ним тоже почему-то я стринги взяла. Почему? Ну ладно, неважно. Вот, ну красивая. И третий комплект в красном цвете. У меня красного никогда не было. А он тоже такой максимально базовый. И дело в том, что, девочки, кто не знал, попробуйте. Под белой одеждой красного тоже не видно. Такая будет один красный комплектик. Вот у меня красота. Очень мне нравятся их комплекты. Я в этом году реально несколько уже раз заказывала у них, мне кажется. Это 3-й или 4-й раз. Уже много у меня комплектов от них. У них очень хорошие цены. И они сами шьют. Так что заглядывайте. Так, вышли с Бонечкой на вечернюю прогулку. Сейчас 9 вечера. И у нас так немножко облачно. Солнца нет, я в очках, потому что мы идем немного через лесочек. И ну, такой лесочек. Приятно, тут много людей. И вечером очень много мушек, и они, знаете, в глазах. Поэтому я теперь беру очки с самыми прозрачными стеклами. Тоже у меня такие волосы сейчас очень влажные, они такие, знаете, пушистые. Мы уже недалеко от нашего дома. Сейчас придем, и я решила, что я так хочу смузи из мороженого. Кто не может отказать в этом? Никто. Поэтому я буду его пить. У меня есть клубника, мороженое, немножко водички. И это просто напиток богов. Пойдем, пойдем, малышка. Монька вся мокрая. Банюник. Зеленая лапка. Сегодня даже нормально гуляет. Хорошее настроение. Ой, хорошая погода, несмотря на то, что влажно и нет солнца. Все равно очень-очень приятно, комфортно, нет ветра. Классно. Пойдем. Что ты в траву лезешь эту? Хочешь что-нибудь найти и съесть? Красиво. Самое сложное в прогулке — это заставить себя на нее пойти. Знаете, как говорят, заведите собаку и будете гулять каждый день. Это неправда. Моя собака должно сойтись просто все, чтобы она захотела пойти и гулять. Вот, поэтому я не всегда гуляю именно с ней. Завтра, кстати, поедем с вами забирать сумочку из моего виш-листа от Аскели. На самом деле, курьер привез мне ее сегодня, но я просто, никак. Я ненавижу, вот знаете, когда курьер тебе звонит за 5 минут и спрашивает, на том ли ты адресе, куда он должен тебе доставить сумку, а когда ты заказываешь такую доставку, ты не знаешь, в какой день она придет. И накануне тебе тоже никто не звонит и не спрашивает. И он звонит просто за 5 минут до того, как собирается приехать. И меня, конечно же, я просто не могу в этот момент. Поэтому я попросила, чтобы он меня оставил на пункте выдачи. Завтра поеду, заберу и буду с вами открывать. Я думаю, что вы уже поняли, что это за сумка. Все, с сумками я в завязке. Я знаю, что я много раз вам это говорила, но мне нужны были летние сумки, но не было у меня светлых. А эту я хотела, она из моего виш-листа. И я вам рассказывала, что я делала распродажу своих вещей, которые я уже не ношу. В том числе там были дорогие сумки. Вот, и у меня как бы сформировался баланс. Я немножко добавила и исполнила свою хотелку. Вот, поэтому завтра с вами распакуем. На Аскеле нашла ее. Что еще? Ну и все. Ну и все. Что, как я и говорила, к сожалению, я не передумала насчет смузи с мороженым. Мороженого я не пожалела, потому что кто я такая, чтобы себе отказывать, как вы знаете. Мороженое у меня с клубникой, клубника у меня тоже клубничная самая. Добавляю немножко водички, и все будет сладко, вкусно, густо.
Прекрасный просто вечер. Зашла в Манго, не планировала ничего снимать, но просто не могу пройти мимо этих сумок. Посмотрите, какая роскошь. Это натуральная кожа. Выглядит невероятно стильно, качественно. Да, у нее, конечно, немножечко кусается цена для масс-маркета, но просто идеальная модель. Очень мне нравится такой коричневый цвет. Еще понравилась вот такая малышка, тоже для летних образов идеально. Может быть, кто-то ищет для какого-то мероприятия, тоже классная сумочка. Я уже много раз говорила, что, на мой взгляд, в Манго самый лучший выбор в масс-маркете именно сумок, потому что очень красивые, качественные модели по хорошим ценам. Очень стильная. Смотрите, тоже какая красота. Пляжная, стильная. Не помню, из кожи она или нет, потому что не обратила внимания, но очень такая в стиле Pinterest, скажем так, действительно модненькая. И еще одна модель. Тоже не могла вам ее не показать. В двух цветах, по крайней мере, у нас в магазине представлена. Ой, как у нас солнечно. Привет-привет, мои любимые. Я только что вернулась с пункта выдачи, забрала свою сумочку. Пока ехала, конечно же, одним глазком раздербанила не глазком, а ключами, правда. Посмотрела, что у меня здесь в коробке, все ли в порядке. В общем, кто за мной следит, кто смотрит мои влоги, знает, какую сумочку я хотела. Это Bottega Judy, я ее купила на Скеле. Я очень много всего там покупаю и нового, и в отличном состоянии. И они всегда кладут сертификат, что идентификация, да, что все в порядке. Ну, в общем, у меня с ними не было проблем, все отлично. Все приходит в мешочке Аскели, но моя сумочка была еще и в пыльнике. Я, кстати, пыльники сохраняю, мне очень нравится потом поездки, когда собираешь чемодан, что-то в них положить по категориям. Всегда идет такая вот сертификат подлинности. В общем, мне нравится Аскели, у меня как-то с ними никогда не было никаких неприятных ситуаций. Доставка, все супер. На Аскеле можно купить вещи как и новые, но очень часто они там, конечно, стоят гораздо дороже, чем в бутике, но, в принципе, по цене плюс-минус как у байера, иногда так же, иногда чуть дороже, иногда чуть дешевле, в общем, нужно отслеживать. И также там можно приобрести вещи как в отличном состоянии, так и винтажные, так и вещи, которые, ну, мы сейчас говорим исключительно про люкс, так и вещи, которые можно отреставрировать. Ну, в общем, моя сумка, мне удалось найти сумку в отличном состоянии. Девушка писала, что она выходила с ней только один раз. И что мне нравится, что если что-то Аскель на этапе проверки находит какой-то нюанс, о котором продавец не говорил, он обязательно сфотографирует, отправит, согласует, скажет: вот там, Анастасия, добрый день, мы заметили, что там какой-то скол, ну, если это очки, ну, или какая-то царапина, что-то такое, какое-то несоответствие, о чем продавец не указывал в описании. Вот, этим они мне очень нравятся. Но здесь все было супер. Это Bottega Judy. Очень мне она нравится. Классная. Это моя первая сумочка от Bottega. У нее такой не прям белый-белый цвет, видите? Вот такой какой-то, не знаю, интересный на самом деле. Очень она мне нравится. Мне кажется, что она такая довольно стильная, несмотря на то, что эта сумочка у бренда появилась довольно давно. Для меня она довольно базовая. Мне очень нравятся такие маленькие сумки, которые вот просто в руке держишь, с какими-то просто джинсами и с платьями. Ну, в общем, мне она очень понравилась. У меня в маленьком размере, по-моему, просто small, но у них есть прям еще микро, такая совсем малышка. Ну, в эту прекрасно там поместится телефон, ключи. Ну, в общем, такое. Никаких логотипов здесь, ничего у нее нет, только внутри. У нас вот прям внутри сумки выбита Bottega Made in Italy, Bottega Veneta. Ну, короче. Нравится мне, она очень хорошенькая. Мне еще нравятся такие в замше, но одинаковые. Ну, в смысле, такие же сумки, но в разных цветах я уже, конечно, покупать не буду, потому что и черные классные, но вот, мне кажется, на лето такая вот малышка, когда с собой много не берешь, просто вот налегке, ключи, кошелек,
телефон, очки и как бы больше не нужно. Блеск для губ. В общем, я рада. Такой замок у нее прям тугой. На самом деле состояние у нее прекрасное. Никаких царапин, ничего такого. В общем, новая малышка. Сумочки, конечно, я люблю сумки. Я вообще, вы знаете, что я довольно шопоголична. Я вот это все очень люблю. И это мой способ как-то себя отблагодарить, себя порадовать. Я вообще считаю, что у каждой девочки обязательно нужно не забывать себя радовать. Конечно, у каждой из нас разный бюджет в разный период времени. Это абсолютно нормально, так бывает. Но всегда нужно что-то хотеть. Чем больше хочешь, тем больше получишь. Вот, поэтому я всегда составляю какие-то виш-листы. Не то, чтобы я в них закладываю какой-то смысл. Для меня это, знаете, какой-то такой мечтательный список покупок, скажем так. Мне всегда что-то нужно. У меня никогда не бывает, что нет, мне ничего не нужно. Если это я говорю, значит, я обманываю. Или, я не знаю, там могу в магазин прийти, какой-нибудь, на шопинг, скажем так, или просто вот обзор снимаю и сказать, что мне ничего не нужно, значит, конкретно в эту минуту в этом магазине мне ничего не нужно. Я это имею в виду. А так у меня просто вот такой вот список на 100 томов. Мне всегда много, мне все нужно просто в любой сфере. Вот, поэтому еще раз, чем больше хочешь, тем больше получишь. Нам обязательно нужно мечтать. Не то, чтобы я такая лежу и думаю, вот пускай там на меня упадет там денежный мешок, а я просто лежу себе, вот сериал смотрю в это время, знаете, ну, конечно же, нет. Просто какие-то такие вот мечты, хотелки, цели. То есть я так к этому отношусь. Вот, но все равно очень люблю просто даже зайти в свой... Ой, а это у меня уже есть, это у меня уже есть, это я удалю, а это добавлю, вот это хочу, вот это хочу, вот это хочу. Хотеть очень важно, благодарить себя очень важно. Так что в тему виш-листа. У меня как-то 2 влога назад девушка в комментариях спросила про мой виш-лист, и я как-то уже с вами делилась. Мне кажется, полгода, нет, может быть, год назад показывала вам тоже свои какие-то хотелки. Естественно, я сейчас говорю про что-то такое девчачье, про свой шопинг-лист, скажем так. И мне самой нравится такое смотреть, что девочки хотят, поэтому я с удовольствием поделюсь с вами еще раз. Я свой виш-лист храню просто на Pinterest в отдельной папке, которую никто не видит, которая скрыта. Кстати, девочки, у меня есть Pinterest. Заглядывайте в инфобокс, там все ссылочки я оставляю. Вот у меня есть такая папка, называется «Карта желаний». И сюда я добавляю все какие-то такие материальные вещи, там сумки, какие-то там обувь и так далее. Вот, кстати, была у меня в виш-листе фотография квартиры. И так здорово, что она сбылась, так забавно, что даже оконная рама такого же цвета. Интересно. Хотя я, когда ее добавляла, ничего такого не закладывала. Я хотела, чтобы на фотографии просто все было, ну, минималистично, в таком, ну, собственно, как у нас дома, в моем вкусе, чтобы ничего там лишнего, никакой мебели не было, чтобы просто, ну, я сюда заложила, что это вот наш дом. Конечно же, квартира у нас появилась не из-за того, что я ее добавила в виш-лист, понятное дело, но это тоже была одна из моих таких мечт, скажем так, естественно. Ну, это такая базовая потребность на самом деле. Не могу сказать, что я там всегда сидела и мечтала, что хочу, чтобы у меня скорее, как можно скорее появилась квартира. Для меня нет. Конечно, это очень приятно, когда осознавать, что у тебя закрыта самая главная такая вот базовая потребность, да, но не то, чтобы мне там было ужасно плохо жить в другом месте, и что мне вот обязательно хотелось свое, ну, как бы хотелось, но не так, чтобы срочно все. Ну, в любом случае, время пришло. Так, ладно, много всего в самом деле сбылось, я, наверное, давно уже не удаляла ничего, ну, наверное, год точно. Нужно заняться этим. В общем, из того, что я хочу, давайте начнем, а то, как обычно, наш монолог затянется на 3 часа. По сумкам. Следующим сумкам я хочу уже, наверное... Вообще, мне очень нравится бренд Chanel. Для меня это максимально классические сумки, которые в мой гардероб подходят идеально. У меня, к сожалению, нет ни одной. Я признаю, что для меня это довольно дорого. То есть там, я не знаю, наверное, от 4000 евро и... ну, в среднем до 10, наверное. Вот такая у них ценовая категория. Сумма, которая мне нравится. Зависит от размера, от качества кожи, от модели. Естественно, мы не говорим о каких-то
эксклюзивных сумках Chanel. Ну, я сейчас говорю про какую-то базу, но это как бы действительно дорого для меня, не буду лукавить. Моя первая люксовая сумка появилась у меня 2 года назад. Мы были на Майорке, и я в Louis Vuitton купила для себя свою первую сумочку Louis Vuitton Alma. Не, девочки, вру. У меня на полгода раньше появилась сумка Dolce Gabbana Sicilia, которую я уже продала в черном цвете. Я ее покупала на Скелле, но она была не очень дорогой, потому что она уже была как бы такая винтажная, хорошая сумка, но вот я ее продала, потому что не ношу. У меня в таком же размере есть уже другие такие более любимые сумки. Ну, в общем, да, Chanel сумочка мне очень нравится. Мне хотелось бы, конечно, свою коллекцию. Так, заранее должна сказать, я вот не знаю, почему мне постоянно хочется об этом сказать, что как будто бы, знаете, оправдаться, как будто бы мне стыдно говорить о своих каких-то желаниях. Ничего в этом стыдного нет. Я это говорю, наверное, сама для себя сейчас, что ничего в этом стыдного нет. Абсолютно нормально что-то хотеть дорогое. И вы прекрасно знаете, что я самый обычный человек, и так вот что-то прям такое дорогое я стала себе позволять, ну, наверное, последние вот года 2-3, но я просто, ну, как-то экологично к этому пришла, постепенно я выросла, то есть я, ну, много работаю и себя радую. Вот, то есть в разные периоды времени я просто радовала себя разными, скажем так, ценовыми категориями. Когда-то это был, там, не знаю, Алиэкспресс, теперь что-то я могу себе люксовое позволить, но я при этом прекрасно также с удовольствием могу заказывать и носить, вы знаете, Wildberries, все бренды масс-маркета, и Алиэкспресс тоже прекрасно. Вот сейчас жду тоже себе там несколько купальников, что-то еще, какие-то мелочи. Прекрасно я отношусь, ничего такого я в этом не вижу, и сумка с Алиэкспресс и сумка Chanel прекрасно уживутся в моем гардеробе, потому что самое главное, что ношу их я. Не они меня украшают, а я их. У меня вот такая вот позиция, поэтому да, сумки Chanel мне очень нравятся. Я себе хотела бы, конечно, вот такую классическую. Я буду вставлять картинки, потому что так не будет видно. Классическую в зернистой коже. Мне кажется, это самая популярная сумка. Очень мне нравится именно вот такой размер, не могу сказать какой-то пример, но что-то такое среднее на каждый день просто идеальный. И мне хочется, конечно, именно золотой фурнитуре, потому что я больше ношу, не больше, а я, в принципе, серебряный цвет, белый не ношу. Поэтому, да, также мне очень нравятся вот такие вот модели. Ну, в принципе, наверное, все самые такие классические, которые давно у них продаются, которые они выпускают уже просто десятками лет, они мне нравятся, я бы хотела для себя коллекцию в разных цветах. Еще из таких прям крупных покупок, нет, у меня сейчас еще виш-лист огромный, подождите. Из таких, наверное, крупных покупок я решила, что все-таки я хочу себе машину. Вы знаете, у меня был автомобиль, я его продала в том году, потому что он мне не очень нужен, и как бы муж без проблем дает мне свою машину, и даже когда он уезжает, он обычно уезжает на другой машине, на рабочей, на грузовике большом. Вот, поэтому она как бы всегда есть. Но я все равно решила, что хочется свою, приятно, когда есть своя. И не знаю, когда я смогу ее купить, может быть, в этом году вряд ли. Вот, я не хочу себе... Нет, я хочу, конечно, себе дорогущую машину, но я довольно реалистична, поэтому я хочу что-то такое. Электричку, если честно, я хочу. Я не рассматривала бы ее как единственную машину для семьи, потому что я, ну, по удобству, по своему личному комфорту, мы с мужем обсуждали, то, конечно, идеально, когда в семье есть машина бензиновая. Можно так сказать? Ну, вы поняли, да? Я слишком таким женским языком говорю. Ну, вы понимаете, потому что, когда вы уезжаете за границу, я не хочу думать о том, где ее зарядить и так далее. Ну, в общем. Но как вторая машина, моя электричка, мне кажется, нам бы отлично подошла, потому что сейчас вообще нет проблем с зарядкой, и у нас тоже во дворе много станций зарядных, пустых, которые, ну, вообще не проблема, в общем, зарядиться вот прямо на парковке у нашего подъезда. Поэтому это не проблема для города, для меня, мне кажется, было бы классно
интересно попробовать. Я рассматриваю, наверное, просто какой-то китайский автомобиль. Я прекрасно отношусь к этому, потому что, мне кажется, за вполне себе вменяемую цену ты можешь купить новый автомобиль, на котором никто не ездил, из салона. Конечно, это вообще невыгодно с точки зрения, что ты потом будешь ее продавать, потому что она сильно потеряет в цене. Но мне кажется, что если я буду покупать новую машину, то я, в принципе, буду ее рассматривать на долгий период времени, то есть уже на новой машине можно и покататься, мне кажется, там пару лет, а потом будем дальше думать. Вот, поэтому я что-то решила, подумала, что хочется мне, чтобы у меня была своя собственная машина. Поэтому, наверное, сейчас буду копить, совершать меньше импульсивных каких-то люксовых покупок, буду копить на автомобиль. Ну, посмотрим, возможно, я завтра передумаю, потому что он мне реально не очень нужен. Вы знаете, что я работаю дома, но все равно как-то туда съездить, плюс потом... Знаете, вот когда... Как я себе это представляю, что я буду больше ездить и быстрее переборю свой страх. Несмотря на то, что у меня водительские права уже 11-й год, и когда мы жили в Лиде, я как бы ездила без проблем, но население в Лиде 100 тысяч человек, то есть вы понимаете, да, что там прям очень легко ездить. Вот. А здесь, в Минске, конечно, уже, хотя я привыкла, мне тоже как бы уже нормально, но я все равно очень... просто, знаете, я такой человек, я не создаю себе стрессовых ситуаций, если я могу их не создавать. Поэтому я езжу по своему маршруту, на котором я уже 100 раз была, просто с закрытыми глазами, без навигатора могу по нему поехать. Одна, я имею в виду. Вот, и как-то... И все. Вот, но нужно выходить за свои рамки из зоны комфорта и, наконец-то, водить полноценно. Вот, потому что с мужем я вообще куда угодно, без проблем, хотя он сидит, вообще не разговаривает со мной. В смысле, там ничего не говорит, мне что делать, мне просто вот для спокойствия нужно, чтобы кто-то сидел рядом. Вот, в общем, я езжу, но не везде. То есть только по каким-то своим таким знакомым местам. Вот, а мне кажется, такая мотивация дополнительная, что если бы у меня была своя машина, то я бы ездила уже везде, потому что пришлось бы, знаете, машина стоит, нужно ей пользоваться, а не на такси ездить, потому что такси, я очень много денег трачу на такси, все равно кажется, что никуда не нужно, я дома работаю, но все равно каждый день то туда, то туда, то туда. В общем. И плюс на будущее, конечно же, когда появится ребенок, мой муж часто бывает в отъезде, и удобно, когда ты сам можешь куда-то поехать. И даже, если честно, когда я с Бонни куда-то еду, мне в такси не очень комфортно, потому что каждый раз нужно писать, что ты с собачкой, туда-сюда. В общем, быть мобильной – это удобно. Дальше. Что еще по сумкам? Конечно же, Hermes Birkin мне очень хочется, но это такая мечта. Это уже не цель, это мечта. Пока я о ней даже и не думаю, но, конечно, мне бы хотелось. Мне очень нравится Birkin в 25 размере тоже. Вот эта вот зернистая кожа в черном цвете с золотой фурнитурой. Мне очень нравится. И в кремовом. Да, все цвета. Хотела бы коллекцию, конечно. И, наверное, все. То есть мне из сумок очень хочется Chanel. Много разных. И Hermes тоже. А так, не знаю. В виш-листе больше ничего такого нет. Дальше. Что у меня в виш-листе? Обувь. Такую базу, которую я хочу. Это Hermes шлепки, я думаю, все вы знаете, Араны. Араны они называются? В общем, да. Мне кажется, да. И еще мне очень понравились именно в этом году такая же модель, но сандалии. Это уже модель Санторини. Мне кажется, для города очень, очень красиво. Для меня это такая обувь, которая просто навсегда, которая тоже подойдет к моему гардеробу. Мне так кажется. Вот. И они тоже для меня выглядят довольно стильно, ко всему подходят. Вот именно в таком цвете. Действительно ко всему подходит. И еще у Hermes мне очень нравятся вот эти вот шипры, да, они называются. Вот, наверное, в таком цвете. Я еще фотообразы предложу. Мне тоже кажется, что они такие довольно базовые. В этом году уже не думаю про них, потому что лето заканчивается. В общем, может быть, на следующий год потихоньку буду собирать свою такую коллекцию. Из украшений мне очень хочется самые вот обычные Chanel серьги, вот эти вот CC. Они мне очень нравятся.
Я тоже думаю, что они должны у меня быть. Вот, не знаю, может быть, хотелось бы купить их лично, но я не собираюсь в этом году, наверное, уже в Европу. Я очень хотела бы поехать в Италию, но у мужа нет визы, поэтому отпуск у нас будет не в Европе, а там, где будет, магазина Chanel нет. Поэтому я отслеживаю, как только на Аскеле появится по какой-то нормальной цене, потому что очень дорого на Аскеле новые серьги Chanel, вот прям очень дорого. А это все-таки бижутерия, и там за $1300 их покупать не хочется. Вот за 600-700, как они стоят в бутике, да, ну, хотя это в евро цена. Ну, в общем, буду отслеживать на Аскеле. Что еще? Еще из обуви мне нравятся Golden Goose, вы знаете, у меня есть одна пара, и я хочу для себя еще одну. Ну, не горит. Мне нравятся, знаете, какие? Которые в блестках. Сейчас я их поищу. Которые прям полностью такие блестящие. Мне очень нравится эта обувь, они действительно удобные. На мой взгляд, они очень стильные, мне нравится, как они смотрятся с джинсами. Я понимаю прекрасно, что это вообще не для всех, потому что грязная обувь, ну, то есть она выглядит грязно, да? Но кто понимает, тот оценит. Вот такие. Очень нравятся. Классные. Что еще такого? У меня много всего в виш-листе, но как будто бы уже что-то мне уже не нужно, что-то у меня уже есть, очень много всего. Ну все, остальное, наверное, баловство. Не часы Cartier, да, мне очень бы хотелось, но именно в золоте. Пускай без бриллиантов, но 6000 евро, извините, нет. Пока у меня нет такой возможности покупать себе такие часы. Кстати, девочки, про часы. Скажите, может, вы знаете, такой бренд называется? Сейчас скажу, мне очень понравились у них часы, я вам сейчас покажу даже. Только не купите. Ну, в смысле, чтобы мне осталось. Называется Fossil бренд. И вот у них очень красивые часы, смотрите. Есть вот такие. Здесь желтая, ну, комбинированная вот эта сталь, и серебристая. Ну, вот я про них думаю. Они, кстати, похожи чем-то на Cartier. И еще у них есть красивая модель, вот такая. Но они крупноватые, то есть они такие широкие. Тоже очень красивая. Как этот бренд вам? У них, ну, адекватная цена. По-моему, он американский, да, насколько я знаю, этот бренд делает часы для Marc Jacobs, для Armani, там что-то, ну, в общем, такое вот. Интересно. Можно звонить, секундочку. Так, 22 минуты я наболтала вам. Извините. Ну и все. Вот у меня еще, знаете, что здесь есть, что я уже перехотела. Хотела я себе вот эту вот сумку Speedy Louis Vuitton для того, чтобы ходить на спорт или потом в поездке. То есть, честно, уже расхотелось, потому что теперь я хожу на спорт на первый этаж с пакетиком от одежды. Прекрасно, мне очень хорошо ходится. В общем, как-то пока на стопе. Что у меня здесь еще из того, что я перехотела? А все остальное я купила, девочки. Ну да. Хотела еще такую вот косметичку Louis Vuitton, тоже пока перехотела. Ну, как бы у меня есть уже косметичка Louis Vuitton, я купила ее весной, вот обычно. Ну и все. Все. Вот такой вот виш-лист. Напишите, что совпало. Вдруг у вас тоже какие-то из моих позиций в виш-листе. Пускай сбудется все. И мои хотелки, и ваши, и вообще все. Сходимся. Зашла я в Манго. Купила жакет. Я его хотела. Даже, девочки, не поверите, я его сегодня смотрела на Ламоде, добавила в корзину. И оказалось, что на распродаже в Манго он еще приятнее по цене. Это селективная коллекция. Он такая уже премиальная. Стоил он до скидки. Я его смотрела весной. Даже показывала вам, мне кажется, 560 рублей. Я купила со скидкой за 299. Прекрасно. Очень мне он нравится в самом деле. Я его примеряла и раньше, и сегодня тоже примерила, и уже поняла, что не хочу уходить без него. Где состав? Сейчас. Я вообще люблю такие жакеты. 92 хлопок, 6 полиэстер, 2 вискоза. Ну, идеально, мне кажется. Очень-очень красивый. Я немножко там снимала в магазине. Покажу вам его уже, чтобы не делать примерку. Классный. Очень красивая позиция в Манго, на самом деле. Мне нравятся их новые коллекции в последнее время. Распродажа сейчас, я не очень люблю там копаться, но вот его я заметила.
А еще очень красивые сумки в новых коллекциях, вообще просто шикарные. Манго молодцы, вот мне очень нравится, у них действительно красивая обувь, красивые сумки просто всегда. И одежда тоже сейчас в последнее время на самом деле классная. В общем, жакетик приятно купить на скидке. Вот так вот. Я хотела показать вам еще одну покупку, но курьер позвонил, сказал, что... Вернее, не курьер позвонил, а уже из транспортной компании курьеры позвонили, сказали, что он приезжал, никого не было дома, что он звонил. Но на самом деле он просто обманщик, потому что когда нам звонят в домофон, мне приходит уведомление на телефон, поэтому просто он не успел. Приедет завтра, но, возможно, завтра не успею я. Посмотрим. Возможно, я свою посылку получу через неделю. Я там заказала у Анет тоже такой красивый летний костюмчик. В общем, в следующем влоге посмотрим. Вот такие у меня покупки. Сумочки рада очень. А еще, мои хорошие, я написала себе в заметке, чтобы не забыть рассказать вам про сыворотку для ресниц. Помните, я вам показывала ее, сейчас я напомню, которую на Озоне покупала. Девочки, я заметила результат. Ну, я вам говорила, что там через пару дней, но это было самовнушение, конечно же. Обалденно. На мне просто шикарно сработало, работает. Я до сих пор ей пользуюсь, ну и не планирую переставать пока еще можно ей пользоваться. Знаете, как я на этой неделе надеваю очки, а мои ресницы упираются, то есть мне прям пришлось припустить очки, приспустить. Очень прикольно. Я прям в ненакрашенном, когда мои ресницы в виде, очень ощущаю топ-лаш. На Озоне покупала. Я видела комментарии, что кто-то писал, что у кого-то она вызывает аллергию. Это все очень индивидуально. Кто-то писал тоже, что обалденный продукт работает. Я о ней узнала. Я о ней давно уже знала, но прям, знаете, от близкого человека, когда узнаешь, сразу такое доверие, сразу хочется купить. Моя Оля, моя подружка, я ее заметила, что у нее ресницы. Говорю, ты ничего не хочешь мне сказать? У тебя новые ресницы? Вот, и она мне сказала, что пользуется. Она с апреля пользуется. И вот у нее прям эффект, до сих пор. Просто ресницы до бровей. У меня уже тоже очень выросли. Я не знаю, может быть, вы не замечаете, но по своим ощущениям я очень вижу. Классно. Попробуйте, если хочется. Длинные ресницы. Мне кажется, что на бровях тоже хорошо сработает, но я на бровях не пробовала и не планирую. Вот, так что растут. Кажется, что если сделать ламинирование, то будет вообще вот такая ресница. В общем, девочки, огромное спасибо вам за просмотр. Огромное спасибо, что были со мной, что провели со мной этот час. Как обычно, желаю вам самой-самой прекрасной недели и увидимся совсем скоро. Пока-пока.